Всем здравствуйте! Вы на канале «Из города на дачу». В прошлом видео мы показывали, как убирали и немного подремонтировали эту летнюю кухню. А на этой неделе мы продолжим превращать это помещение в хорошую мастерскую. Будем с Викочкой реставрировать окна, перекрашивать их, стулья и другую мебель. Но также в этом видео вас ждет много всего интересного и полезного. А Альфа будет нам помогать. Да? Да, говорит, буду. К сожалению, шуруповерт в самые углы не достает, поэтому нужно будет еще вручную наждачкой тоже по углам хорошо пройтись. Для покраски окон воспользуемся снежкой, которая у нас осталась после покраски в доме. Такой светло-голубой цвет. Эта краска очень такая дешевая, простая, не воняет, легко снимается и можно перекрашивать хоть каждый год. Очень такой экономный, хороший вариант. А пока окна в кухне подсыхают, хотелось бы сделать здесь в коридоре такую скамейку, чтобы было удобно обуваться. Будем ее делать из профильной трубы железной. Это будут ножки, которые хотелось бы сделать таким полукругом красивые. Согнуть их красиво и ровно такими подручными средствами явно не получится, поэтому мы воспользуемся специальным и таким очень красивым трубогибом Dina Light. Вот в такой небольшой коробке он к нам пришел. Упакован был очень качественно. И сам турбогиб, и каждая деталь из его набора были упакованы и обмотаны в несколько слоев вот такой пупырчатой пленки. Также дополнительно сверху и снизу он был закрыт фанерой. Поэтому турбогиб пришел, конечно же, к нам в целости и сохранности. Еще к нему прилагается инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон. Кстати, обратите внимание, что гарантия на 3 года, поэтому устройство должно быть очень хорошим и качественным. Ну, а также было очень приятно получить подарочный купон на 1000 рублей для покупок на их официальном сайте gradushaus.ru. Ну, а в комплекте идет уже сам трубогиб, собранный практически полностью. Набор крепежей на 2 варианта, либо на саморезы, либо на болты. Довольно-таки очень удобная рукоятка. Ну и универсальный гаечный ключ, который подходит ко всем гайкам на трубогибе. Сюда, сюда и на саму рукоятку. И ограничительная стопорная гайка, которая, смотрите, уже очень хорошо смазана и избавит от лишних хлопот со смазкой. Она понадобится для того, чтобы делать одинаковые детали с одинаковым углом сгиба. Как я уже вначале сказал, это Light или облегченная версия, поэтому он весит немного, всего 8,5 кг, и может гнуть трубы или профиль небольшого размера. Однако для таких домашних, собственных работ этого хватит с головой. Гнуть можно квадратную трубу максимально 30 на 30 мм со стенкой 3 мм, квадратный пруток максимально 20 на 20 мм, полоса ширина до 30 и толщина до 10 мм, ну и круглый пруток
максимально диаметр до 25 мм. На каждом валу помещены вот такие шайбы. Это для того, чтобы регулировать размер сгибаемых труб. Их можно либо убирать, либо добавлять обратно. И для удобства здесь помещена такая железная шкала с градусами. И написано, что трубы можно гнуть от 0 до 120 градусов. Поскольку это у меня будет скамейка, мне нужно, чтобы ножки по 45 сантиметров оставались ровными, а посередине согнуть полукругом. Поэтому по 45 мы сейчас отмерим и будем сгинать именно до этого расстояния. Запускаем профиль в трубогиб. Вот так. Как раз все подходит. И поднимаем профиль до той степени, пока верхний вал не упрется в наш профиль или в нашу трубу. Теперь начинается самое интересное. Аж самому не терпится попробовать. Ну, прокрутим, может быть, на 360 градусов первый раз и посмотрим, что оно будет делать с профилем. Так, прокрутили. Ну, а теперь, ага, немножко гнет. Так, по чуть-чуть и очень так аккуратно. До конца прогнали, еще можно подкрутить несколько раз. Ну, попробую, может быть, градусов на сколько получится? 400-500, да. 3 таких полуоборота прокручу. Угу. Так, и посмотрим, что сейчас будет делать. О, тоже очень хорошо идет, практически без усилий. Главное не пропустить отмеченные метки. А теперь только остается дело времени. Немножко подкрутил, раз, два, три, прошелся в одну и во вторую сторону. И так продолжать, пока не достигнем нужного результата, нужного угла. Что сказать, работать с ним, с этим трубогибом очень интересно и даже, можно сказать, так затягивает. Если начнете трубу гнуть, потом уже будет трудно вас остановить. Ручка прокручивается очень легко, даже могут и женщины, наверное, и детям тоже это будет по силам. Просто крутишь ее, практически никаких усилий не прилагая. Конечно, чем больше накрутишь, чем больше за один раз захочешь согнуть, тем сложнее будет. Постепенно уже становится похоже на ножки для скамейки, правда, еще, думаю, несколько раз прокрутить, и можно будет переходить ко второй части. Так, ну еще немножко согнуть, да? Вторая ножка тоже уже получилась. Сейчас раскрутим, достанем ее обратно и померяем, как получились две штуки. Одинакового или разного размера. Так. Опустим эту шестеренку вниз. И достаем. А ну-ка, смотрите, похоже? Кажется, похоже. О, они вообще одинаковые. Здорово. Как видите, с этим трубогибом работать очень легко и просто. Можно делать разные изделия, такие как я, ножки для скамейки. Также можно делать либо теплички подобным образом, или навесы, или что-то такое еще тоже хорошее и полезное в хозяйстве. А если вы хотите приобрести такой же трубогиб, то переходите по ссылочке в описании под видео.
прошлом видео мы сняли эти занавески с окон в летней кухне, ну то есть теперешней мастерской. По своему состоянию они в принципе целые, выглядят неплохо, только изрядно выпачканы. Поэтому сейчас я их буду замачивать в растворе. Наверное, придется делать это несколько раз. Ну и чтобы не терять время, я помою стекла на окнах, которые ранее покрасил Роман. Позже повешу уже постиранные занавески на вымытые окна. Ну что, вот такие две дужки для скамейки у нас получились. Правда, они немножко разные. Так, ну, буквально миллиметров на 5-6. Вот видите, нужно их поэтому сейчас подрезать. Болгарку подсоединим и выровняем. Ну, дужки наши подровняли. Теперь распустим шпильку на маленькие болты. Кстати, я уже гайки и шайбы взял для этого. И потом с помощью такого профиля соединим тут и тут. И уже будет вырисовываться лавочка. А сегодня мы с вами приготовим уху из горбуши. Я уже спустилась в погреб, достала все необходимые овощи для приготовления ухи. Нам понадобится картофель, морковь, лук, ну и сама рыбка горбуша. Картофель и лук я нарезаю кубиками, морковь натру на крупной терке, все овощи высыпаю в кастрюлю, заливаю водой и ставлю кипятить. В этом году у нас разваристый картофель, поэтому я сразу его провариваю со всеми овощами. Если я сделаю это по отдельности и дам картофелю дольше покипеть, чем другим овощам, то по сути он разварится и у меня будет такое картофельное пюре, а не суп или там борщ. Я знаю, что многим нравится использовать такой разваристый картофель в приготовлении первых блюд. Но в нашей семье больше отдается предпочтение, когда картофель такой кусочками не разваривается. Также в начале к овощам я добавляю перец горошком, лавровый лист, соль, ставлю на огонь и довожу до кипения. Дальше наделаем отверстий, чтобы наши поперечины можно было прикрутить на болты. Так, ну будем делать так, не сильно высоко, вот и не сильно низко, ну примерно так. Так, ну уже все, досверливаю покрыть дырку. Так, и можно скручивать. Так, и тут. О, здорово. Ну, теперь болгаркой отпилим две короткие. Поскольку здесь надо брать? Ага, по 39 сантиметров. На месте. Вот такая получается лавочка. Пока она, правда, очень живая. Но ничего, это пока. Так, сейчас мы еще вырежем такие две доски, вернее одну разрежем, распилим напополам и будем сюда ложить. Также ее прикрутим и уже будет в разы надежней. В мастерской у Ромы работа кипит. У меня же здесь на кухне тоже овощи уже закипели, поэтому сейчас я нарежу горбушу крупными кусочками, добавлю их в уху, доведу до полного кипения и уха из горбуши готова. Пошлифуем доску рубанком, чтобы она была очень гладкая
и приятно было на ней потом сидеть. Так. Подошло время покраски. Все это железное основание пройдусь черной краской. Она будет черная. Вот. А те доски, которые нарезал, пройдусь пропиточным лаком ореховое дерево. Сохнуть, наверное, будет больше суток, потому что здесь прохладно в новой мастерской у нас пока. А может и обогреватель подключим, и это будет в разы быстрее. Красиво как блестит эта глянцевая черная краска. Ну и теперь пройдем пропиточным лаком. Это будет верх. А это я также придумал еще и на нижнюю. Будем туда обувь ставить или что-то еще. Так что пройдем и то, и то. Такой красивый цвет придает дереву этот лак. Прям супер. Все покрасили, пропитали. Теперь дадим этому всему высохнуть, а завтра уже будем собирать, чтобы вы увидели эту лавочку в сборе. Итак, преображение предметов в мастерской я начала не из стульчиков и полочек, а вот с этого стола-тумбы. Этот стол деревянный, очень крепкий, и как в начале видео вы могли увидеть, Роман уже использовал его как хорошее основание под установку трубогиба. Но вот если честно, я и представить не могла, что же можно сделать с его внешним видом. Глядя на него, меня покидала любая моя творческая мысль. Ну и ладно, начну со снятия старого покрытия, а там уже что-то придумаем. Я удивлена, но поверхность, столешница в этой тумбе, она очень хорошая. Хотя это и фанерный лист, он хорошо сохранился. Мы его не будем покрывать краской. Скорее всего, что мы его отшлифуем слегка и пройдемся пропиточным лаком. Как и в любом ремонте, этап подготовки самый сложный и затратный как по силам, так и по времени. Несмотря на то, что это стол для мастерской, мне не хотелось оставлять ничего лишнего. Поэтому убираем все, что нам мешает, и приступаем к очистке поверхности от старой краски с помощью шуруповерта и насадки для шлифовки. Часто нам делаете замечания, напоминаете, чтобы мы не забывали надевать маску и перчатки, когда работаем, особенно в пыльных работах. Так что одеваю маску и приступаю к пыльной работе. Здоровье нужно беречь. После каждого нового выпуска к нам приходит все больше и больше новых зрителей, новых комментариев, и нам очень приятно и читать, и отвечать на них. Бывает не успеваем,
Поэтому здесь, в этом видео, пользуясь случаем, хотелось бы вам всем сказать большое спасибо, потому что вы оставляете свои добрые слова, слова понимания, слова поддержки и также много-много полезных советов. Спасибо вам большое. Также хотим выразить свою благодарность Галине Александровне, Ларисе Львовне за донат в поддержку нашего канала. Спасибо вам огромное. Лариса, не устала? Не устала? Ну, можно отдохнуть немножко, да. Давай, немножко отдохнешь, а я хороший свет тут сделаю. О, молодец, давай. Я подзаряжу как раз аккумулятор. Ага, хорошо. Все, у меня перерыв. Так, ну сейчас здесь у нас одна лампочка, и она висит на таком открытом проводе. Мы его спрячем в кабель-канал и разделим на две. Должно быть и красивее, и безопасней, и светлее. Вначале отмеряю длину кабель-канала и отрежу его такой, какой нужен. Вот примерно так. Для лампочек решили взять вот такие красивые беленькие основания. Поэтому сейчас их как раз подключу к проводу. И уже можно будет крепить на потолок. Вот, отлично. И вот таких два красивых стильных основания. Так, и прячем кабель в кабель-канал. Раз, оп. Так, ну и выключаем свет. Отрезаем кабель по нужной длине и подключаем к новым лампочкам, новым плафончикам. Ну что ты тут? Сейчас вот лампочки вкручиваю и уже можем проверять. Как симпатично. Ну да, симпатичнее, чем просто проволока висела, да? Так, Нет слова. и проверяем. Сейчас ставим. Так, ну пробуй. О, светло, отлично, да? И красиво. Все, теперь ты можешь своим продолжать заниматься своим столом. Здорово. Мы тут скоро доремонтируемся, что и жить здесь будем. Ну а я продолжу свою работу. Как раз наступил вечер, и работать с хорошим освещением куда проще. Работы по шлифованию поверхностей проходили очень долго и нудно. Несколько шлифовальных кругов пришлось мне сменить, чтобы очистить от загрязнений и от старой краски все поверхности этого стола. Снять краску полностью мне не совсем удалось, но для будущей перекраски это никак не помешает. А сейчас я покрываю все деревянные детали пропиточным лаком цвет ореховое дерево. В процессе подготовки мои творческие мысли буквально разбушевались. Столько идей появилось в голове, и две из идей мне очень понравились, не знала, какую выбрать. Одну идею мы используем сегодня, и если вдруг она не совсем понравится нам, тогда мы используем вторую идею. Но это в другой раз.
В общем, для дальнейших работ нам понадобится краска белая и вот такая упаковочная бумага. А для чего она нам нужна? Смотрите дальше. Итак, окрашивать стол я буду акриловой краской в белый цвет. На некоторые участки мне пришлось нанести около 3 слоев краски с промежуточным высыханием. По моей задумке, без этой упаковочной бумаги не обойтись никак. Сейчас я отрежу несколько кусочков по нужным размерам и наклею их на намеченные участки. Давайте посмотрим, что у нас получится. Сегодня хотелось заменить розетки, потому что одна рабочая, верхняя, и та очень сильно накаляется, греется, а эти вообще уже не рабочие, потому что все, что там в середине, оно уже давно исчерпало свой ресурс. Сразу откроем крышку с распределительной коробки. Ну да, и видим, что здесь все уже, видите, посплавилось, подгорало. Короче, нужно тоже это все заменить. Почему плавились провода на смотке? Потому что разный кабель. На вход идет алюминий, а на сами розетки уже медь. И оно было так просто скручено изолентой и плоскогубцами. Но сегодня мы это изменим, посадим на клеммы каждый кабель отдельно. На улице снег пошел, ветер сильный поднялся, свет вырубили во всем поселке, поэтому как раз время розетки и поремонтировать. Но красиво, классно. Все соединили, теперь прячем в распределительную коробку и будем надеяться, что это все прослужит подольше. Накладочку. О, красиво. Так, надеемся, что и работать будет хорошо и надежно. У нас тут гололед. Слушай, Всем скользко. давай, иди сюда. Тома, и тебе скользко. Вот это скользко. Это у нас сегодня эти танцы На льду. Нет. Танцы с зерками на льду. Да? И Шужа, и Жуля Альфа. скользит, и я скользю. А ну, Альфа, давай. Кто больше проедет? Давай сюда. Альфуша. Ох и собацюры. Жужа. Жужа, а ты будешь кататься? Иди сюда. Жужа. Ой, девочка. Скажу, такие там гладятся, а меня не пускают, да? Жужа, хороший, свободный. Хороший. Скользко тебе, скользко. Вот, видишь, какие поцелуйки? Тома, держись, держись, Тома. Скользко, ужас. Томочка, ты дрожишь? Тебе страшно? Мне тоже страшно. Ой, моя кошка. О.
Ну что, ставим сюда ее. Вот примерно, где ее место будет. А ну. О, удобно и практично. Пойду сейчас еще Вике скажу, чтобы она посмотрела и оценила. Викулечка, ну что, придешь, глянешь на скамейку? Конечно. Ну что там получилось? Ух ты! Какая красота! О. Это и обувь можно сюда ставить? Да. Попробуй, Щас. влезут в сапожки. Сейчас, у нас тут как раз они. Вот где они живут у нас. Они где они живут, просто на полу стояли. Так, твои нормально встали. А мои ботинки идеально. Альфа, и ты пришла. Где твои ботинки? Ставь сюда свои ботинки. Так, а ну давай попробуем сесть. Вот собака у нас. Собака. Вот, ей тоже понравилась лавочка, да? Что ты, моя собака? Так, вот так. Гладь. Проволоки сделала вот такое вот ушко, с помощью которого легко было пройти в отверстие тюля. Так, и оп, все, сейчас повесим на окошко. Ну, Викулечка, ты отремонтировала. Аж страшно до него теперь дотрагиваться. Это может куда-то в гостиную его поставить, а не в мастерскую. Ну, вот надо будет придумать применение потом. Да? Да. Даже шуруповерт влезет сюда. Да, здорово. Ну, теперь много места. Может, какой-то инструмент будем ложить или что-то такое, да? Можно. Ну, прям жалко его вымазывать или портить. Если я вдруг выможу, ты еще раз перекрасишь? Ну, я как раз зрителям говорила про второй вариант, который бы мне хотелось применить к Здорово. этому столу. Ну, красота. Я рада, что тебе понравилось. Да, очень понравилось. Наверное, мы его поставим к окну туда, да? Ну, давай. Вот что у нас получилось. Ждем ваших комментариев. До новых встреч. Пока-пока.